Всем добрый день! Сегодня у меня балабольное видео. Я не буду ни шить, ни кроить, ни строить, ни моделировать. Просто хочу с вами пообщаться. Ну и немножечко поговорить, пообсуждать, скажем так, поразбирать выкройку боди. Потому что эта выкройка у нас, можно сказать, базовая, да? Для боди, для купальников. Конечно же, мы ее можем менять, это естественно. Как можем менять прибавки, делать отрицательные и положительные. Можем и сюда тоже делать прибавки, потому что, допустим, если спинка у меня 100%, а полочка у меня не хватает 1/3 выточки нагрудной, да, то есть по высоте. Здесь я брала 1/3, здесь я брала 1/3, естественно, от линии талии ниже все это смещается на 1/3, и еще 1/3 у меня зависла в воздухе на случай, если это трикотажная ткань, то есть если она тянется в обе стороны. Давайте немножко, ну то есть даже не немножко, а здесь есть о чем поговорить. Я хочу сегодня обсудить, постараться обсудить все вопросы, да, что касаются вот этой нашей выкройки. Ну, во-первых, что касается отрицательных, положительных прибавок. У нас, кстати, делают ремонт в подъезде. Надеюсь, вот эти звуки не будут нам с вами мешать. Смотрите, у меня есть, ну это уже остатки, кусочки. Я решила пробовать так пробовать. Пробовать надо из всего, чтобы быть как бы уверенным, да, в том, что мы делаем. Итак, вот этот кусочек у меня тоненький-тоненький кашкарсе, очень-очень тоненький, хлопковый, на минуточку. И он очень-очень-очень эластичный. Но при этом он плохо восстанавливается. То есть если, допустим, сравнивать с бифлексом, то он, вот как мы его, смотрите, как мы его растянули, хорошо действительно растягивается, но он плотный, он прям упругий, и он также легко восстанавливается. То есть поэтому эта ткань идет, хорошо подходит для купальников. Допустим, вот это, если вы захотели из какой-то, нет у вас другой эластичной ткани, вы захотели из кашкарсе, тем более это хлопковый, он действительно хлопковый, вообще ткань плохо восстанавливается. И кулирка, и что у нас там, интерлок, да, то есть, ну, вот такие вот ткани. Поэтому, ну, я, конечно же, решила попробовать, мне же нужно было знать конкретный результат, чтобы, допустим, вам рассказать и показать. И я сейчас покажу, что у меня получилось. Я в этот раз решила, ну, оно у меня еще не доделано, поэтому я думаю, что доделывать я не буду. В этот раз я решила, что у меня здесь все будет закрыто, все глухо, а надеваться оно будет через горловину, то есть тут, в принципе, я вхожу, я уже пробовала, горловину я оставила, то есть по спинке горловину я оставила, обработала бейкой трикотажной, а здесь у меня молния. Молнию я, конечно, пришила, ну, как бы для декора до конца, а здесь она просто как бы, чтобы надевать. Ну, можно было, конечно, и по... Так, застряла. Можно было и пониже сделать молнию, но опять же, это у меня пробник, то есть его я вряд ли носить буду. Смотрите, здесь я тоже сделала нулевые прибавки, но здесь нужно, то есть для этой ткани, если мы хотим облегающее, то для этой ткани нужно очень-очень-очень отрицательные прибавки. Даже вот она талия моя, посмотрите, вот она, даже вот так вот она, да? Вот, она уже никак не сходится. Причем здесь, видите, пока я шила, пока я делала ВТО, она уже разошлась. При том, что здесь нулевые прибавки. А если она растягивается, она считает, что растягивается в 2 раза и не восстанавливается. При этом она очень хорошо, упруго тянется по высоте. И когда я примерила, надела на себя, и чувствую себя очень комфортно, я имею в виду по высоте. Здесь не надо ничего больше не убирать, не добавлять. То есть это по длине, да, по высоте, по длине эта ткань идеальна. Но по ширине она, я бы сказала, не подходит. Если здесь делать, убирать, скажем так, прибавки, то здесь, ну, наверное, сантиметра по 3 точно так вот с каждой стороны, а то и больше. То есть она не будет прилегающая.
Обработка. Здесь тоже можно обработать трикотажной бийкой, как вот я обработала горловину. С этой стороны у меня все гладко, а с этой стороны вот так. То есть, ну, тут тоже как бы технология, да. Я, допустим, вот сейчас, смотрите, это у меня, конечно, футболочка, да, здесь, но для примера покажу. Вот этот трикотаж, она и сюда тянется практически одинаково, да, но она упругая ткань, она восстанавливается легко. То есть такую ткань можно использовать для боди, а вот такую ткань нежелательно, потому что она рыхлая. То же самое масло, да. Масло, оно тоже рыхлое, ну, достаточно тонкое, рыхлое. И тут, кстати, даже вот рисунок, я не знаю, будет видно, нет, рисунок. То есть оно натягивается, и, естественно, рисунок теряется. То есть он блекнет, и тем более это кашкарсе, здесь, я так поняла, прокрас не полностью. Ну, в общем, это нет. Хотя, может быть, я доведу до ума и доделаю. Смотрите, хочу показать купальник. Этот купальник у меня полностью на подкладке. Но опять же, это пробник, да, который я поначалу сделала как маечка с лямками по спинке. В этот раз я вырезала. Здесь, допустим, будут завязочки, и они завязываться будут на шее. То есть тут как бы много вариантов. Можно сделать, допустим, опять же, как маечку. Здесь глубокий вырез по переду. Вот так покажу. Значит, по переду глубокий вырез. И здесь сделать люверсы, да, и сделать шнуровку. Почему бы и нет? Будет очень красиво. Здесь я что неправильно сделала? Слишком вырезала, слишком углубила вот здесь вот пройму. Ну и я думаю, что можно было бы спинку, для меня лично, приподнять немножко выше. Потому что в любом случае здесь уже неровности, скажем так, да, в моем возрасте. Хочу показать, что этот купальник у меня изначально был сшит, когда еще прям вот с первого раза, когда еще была как маечка, полностью на подкладке, полностью. Ну и, конечно же, ластовица ХБшная, да. Что можно сделать? Можно сделать, допустим, низ без подкладки. Если бифлекс темный или цветной, такой вот яркий, да, он не будет просвечиваться, и можно делать без подкладки. А верх можно сделать с подкладкой и резиночку вот сюда проложить, допустим, по низу, на подкладке резиночку, или двойную даже вот сеточка, да, и двойную подкладку. И можно в нее уже вставить чашечки, да, каким-то образом прикрепить. Как это сделать? Да очень просто. Находим высоту груди или даже высоту до под грудью, да, высоту от отсюда до под грудью. Не забываем, что здесь у нас не хватает еще 1/3 выточки на раствор выточки. То есть, если, допустим, я себе, где у меня метр? Если я себе, допустим, измеряю вот от высшей точки груди, то есть от высшей точки плеча до под грудью, у меня получается 38, как длина спинки почти. Значит, и сюда я откладываю 38. Посмотрите, у меня практически уже на талию, да, лезет. Ну, как бы у меня тут и само по себе, да, небольшая разница до талии. У меня талия высокая. Но все-таки у нас здесь не хватает еще, ну, у меня в моем случае 2 сантиметра. Если мне необходимо, я могу 1 сантиметр добавить вот сюда. Все будет хорошо, не переживайте. И 1 сантиметр даже не сюда, а уже сразу вот сюда. 1 сантиметр. Как бы это не получится такой прям большой разницы, да, но вот эти 2 сантиметра меня спасут. Почему нет? То есть получается, вот она, линия талии сразу уходит на сантиметр ниже. И вот эта вот уже точка приподнимется, у меня будет вот здесь. И получается, вот она разница, да? Но как бы это все нюансы такие, где у меня стерочка, это все такие нюансы. Тут еще зависит от ткани. Если, допустим, ткань у нас очень эластичная по
длине. Вот смотрите, вот эта ткань, да, она, конечно, сама по себе, она очень эластичная и в ширину, и в длину, но за счет того, что я ее посадила на сетку, она уже более упругая, она также эластичная, потому что сетка тоже у меня эластичная, но она уже более упругая, то есть 2 слоя, это как бы лучшая поддержка, да. Я уверена, что, допустим, для женщин с формами, может быть, для возрастных женщин такой пошив будет лучше. Но это, опять же, мое мнение. Еще раз говорю, можно низ сделать вообще без сеточки, без подкладки, а верх можно, в принципе, полностью сделать подкладку, но в нужном месте просто настрочить резиночку вот здесь, да. Просто вот найти это самое нужное место, даже, наверное, будет удобнее надеть на себя, определиться с этим местом, то есть прорисовать даже вот ручкой, мелком или чем-то для ткани, и уже на этом месте прошить резиночку. Почему бы и нет? Для поддержки груди. Можно только на подкладке, а можно полностью то есть через 2 слоя. То есть это будет красиво, мне кажется. Просто как бы для поддержки груди. Это не во всех случаях. Кстати, что хочу сказать, сейчас покажу купальник свой. У меня получается, смотрите, один купальник, сюда я все-таки вставила чашки. Это, кстати, эта чашка тоже построена вот от этого боди. И эта чашка, и трусики. Смотрите, у меня разные трусики. Вот такие. У меня, правда, здесь бейка разная. Здесь белая, здесь голубая. Но это вот у меня как бы первый пробник. Это передняя половинка трусиков. А это задняя половинка. То есть это трусики, по-моему, танго, что ли, называются, честно говоря, не помню. То есть полуоткрытые, полузакрытые ягодицы. А эти трусики полностью закрытые ягодицы, это спинка, это передняя половинка, здесь полностью закрытые ягодицы. Ну, как бы полностью закрыто. И, кстати, полностью на подкладке. Полностью закрытая модель. Ну и вот эта чашка, я сначала сделала ее без поролона, без чашки. У меня, кстати, поролон, не знаю, кусочка, наверное, не осталось. Поролон тоненький, без пушапа, без каких-то дополнительных уплотнителей, утолщений и так далее. Тоненький 3 мм, то есть специально бельевой поролон толщиной 3 мм, можно взять 5 мм, он продается. Я, кстати, еще заказала, буквально вчера сделала заказ, на Валберес продается, не так уж и дорого, там, по-моему, 50 на 25, но я думаю, что на пару купальников вам хватит. Вот. И вот таким образом он выглядит намного лучше. Вот, кстати, рисунок совпадает, не совпадает. Ну, вот такой у меня был принт на ткани, что он просто весь вот так вот в разнобой. Ну, я думаю, что понятно, что здесь, кстати, надо еще отгладить завязочки. Завязочки я просто прерывистым зигзагом соединяла, просто складывала там в 4 сложения, да, подворачивала края вовнутрь и просто сверху строчила. Здесь тоже. Кстати, когда я получу поролон, буду шить очередной купальник, я покажу, как я делаю. Это я просто сшила чашки сначала без ничего, без поролона, а потом уже вставила, вот здесь вот я подрезала сеточку внутри, вставила поролон и сшила аккуратненько ниткой иголкой. Но когда я буду следующий купальник шить, у меня есть в планах, так сказать, сшить еще один купальник, попробовать, но уже полностью на чашке. Я купила чашки, заказала. Как придет, все мы с вами разберем, посмотрим и сошьем себе купальник. Я, кстати, всегда себя недооценивала. Сначала маленький купальничек, сейчас я найду, покажу. Смотрите, я когда сшила свой костюм, вот такой вот необычный, да, из трикотажа,
Ну, у меня остались остатки, и я решила попробовать на этих остатках сшить купальник. Недооценила, слишком маленькие чашки сделала себе, но, кстати, он носибельный. Естественно, на подкладке. Единственное, что подкладка у меня разная, потому что, опять же, остатки, именно потому что это пробник. Носибельный купальник, действительно, он просто маловат, скажем так. Вот. И трусики. Трусики я сделала, смотрите, со вставочкой, потому что, опять же говорю, из кусочков. И вот я о чем хотела сказать, о том, что я себя недооценила. Я сначала убрала здесь, то есть по базовой выкройке, да, то есть по этой выкройке боди стала себе чашку чертить, именно пробник, то немножечко... немножечко даже, не подрасчитала, на пару размеров, наверное. Ну, смотрите, этот купальник, и вот я убрала вот этот. Ну, я думаю, что разница очевидна, да? Ну, размер 2 точно. Разница очевидна. Ну, в общем, вот так вот. И этот купальник, и этот купальник. И это все я сделала по базовой, то есть, ну, назовем ее так. Я назвала боди-купальник, но думаю, что это все-таки будет базовая. Смотрите, еще, если мы будем шить боди, я вот сюда добавляла, да, по спинке добавляла. Но можно, допустим, вот эту часть оставить, но я здесь себе прорисовала, 3 сантиметра по переду подняться вверх, отрезать вот эту часть, если будет застежка. И 3 сантиметра эти же добавить по спинке, чтобы ближе к переду, да, была застежка. Опять же, чтобы было удобнее. Но это, опять же, ваше дело. Что хотите, то и делайте. То есть, как вам удобно, так и делайте. Здесь можно вообще, вот она наша линия сплошная. Здесь мы можем сшить. Для купальников, допустим, да, здесь мы можем полностью вот так вот это все обрезать. И здесь у нас будет шов. Если ткань позволяет... Сейчас это кошмар, да, сверлят. Если ткань позволяет, можно вообще разложить спинку сюда со сгибом по центру, полочку сюда со сгибом по центру. И вот эта часть просто соединяется без шва. Можно сделать так. Я себе иногда так делаю трусики. Вот. Кстати, что касается трусиков, по этой выкройке можно себе шить трусики. Ну, например, мы можем открыть, допустим, сделать повыше, да, вот здесь вот. Мы можем линию талии опустить ниже, какую вы хотите. Ну, например, вы хотите 5 сантиметров, да, вот, чтобы у вас была высота бочка. Естественно, здесь тоже откладывайте 5 сантиметров. И здесь я рекомендую по этой линии проводить. То есть вот здесь сколько получилось? 8,5 у меня. И вот так 8,5, 8,5. Вот таким образом мы прорисовываем линию по переду, линию талии. Ну, трусиков, да? Верх трусиков. Вот так. Ну и здесь у нас уже пойдет по прямой. Вот так. То есть по спинке мы делаем линию прямо, а здесь мы делаем вот такую вот изгибистую. То есть это у нас центр переда и центр спинки. Вот так. Понятно, да? То есть здесь они, конечно же, не соединяются. Соединяются они вот в этом месте. Таким образом у нас получатся трусики. Можно, еще раз, я уже проговаривала, да, можно сделать вот такую линию по спинке. То есть открытые трусики. Можно сделать более закрытый, можно сделать, опять же, стринги, можно подняться сюда еще, допустим, пускай у нас здесь пара сантиметров останется, да, вот так я поднимаюсь и прорисовываю вот эту линию по переду, и здесь тоже оставляем пару сантиметров, мы вот так и сюда вниз ведем тоненькой линией, здесь мы тоже вот так вот убираем лишнее. Но я думаю, что все это понятно. Я не буду сейчас все это прорисовывать. Уберу, все, уберу, чтобы не было лишнего. Понятно, да? То есть, если мы по спинке прорисовываем вот сюда тоненькую линию, допустим, можно 0,5 сантиметров вот сюда, да, чтобы прям вот тоненькое было. Главное, чтобы было место для обработки. Для обработки вот этих срезов. Значит, и здесь мы тоже оставляем столько, сколько и здесь. Понятно. Так, сейчас я все это лишнее уберу. То есть это что касается трусиков. Значит, смотрите, что касается
высоты вот здесь вот, нехватки вот этих 2 сантиметров, в моем случае 2, в вашем случае может быть 1, может быть 3 сантиметра, да, ну то есть разница у нас разная, скажем так, вы можете добавить всегда сюда. И здесь, если вам нужно для трусиков, допустим, или для, допустим, для высоты груди что-то, вот, чтобы визуально было. Значит, здесь добавляем 1, здесь добавляем 1, прорисовываем. Здесь у меня вот она, видите, линия бедер, вот она идет. И линию бедер тоже я прорисовала так же, как и талию, чтобы было понятно. Сюда 1, сюда 1, то есть это если у вас 1. Получается, что мы сюда добавляем 1 и сюда. Просто вот эту часть мы просто снижаем на 1 сантиметр полностью от линии талии вниз. Так, я сейчас, наверное, откопирую обе половинки отдельно. И мы с вами поиграем, чтобы вы поняли, да, что вот эта линия ни в коем случае не мешает. Ни в коем случае ничего не портит. Что касается ластовицы, ластовицу можно отдельно вырезать и пришивать отдельно, а можно сделать сплошную, я уже сказала, да? Смотрите, я совмещаю линию боковую от линии груди до линии талии, она у меня сходится, и от линии талии до линии, так, у меня здесь уже вырезано, ну, в общем, до линии, вот, которая у нас начало трусиков, да, здесь я вырезала, но вот эта линия, она тоже сойдется, вот, если, допустим, вот она, линия бедер, она тоже сходится, поэтому здесь, в принципе, ничего не изменилось по боковой линии, а изменилось только, получается, мы только снизили линию талии по центру, как мы шьем брюки, как мы шьем юбки. То есть вот такое, да. То же самое мы делаем для бедер. Опять же, эта точка остается неизменной, но это как для визуализации, да, скажем так. Потому что от линии талии, от новой линии талии мы находим высоту сидения. В этом случае. Обычно мы находим высоту сидения по боковой линии, ну а здесь, когда я показывала построение, я показывала высоту сидения от линии талии. Это для того, чтобы не высчитывать долго, что, куда, зачем, почему, не объяснять. То есть это, по моему мнению, это самое простое построение боди или купальника. Смотрите, для купальника из бифлекса, вот это купальник из бифлекса, да, я ничего не меняла по выкройке. Единственное, что я выкраивала без припусков на швы, тем самым у меня получается, ну сколько у меня там, грубо говоря, сантиметр я забрала на припуск на швы, да, ну вот, допустим, я вот здесь сантиметр забрала, здесь сантиметр, здесь, а здесь уже, допустим, мы вырезаем как хотим. По боковой линии мы забираем, получается, сантиметр. Вернее, по выкройке я ее не забирала, я просто выкраивала без припусков на швы. Здесь тоже я не делала никакие припуски на швы. Единственное, что вот здесь я сделала припуск, чтобы у меня соединилась вот эта вот ткань, вот, то есть вот это место, да, для сшивания, для соединения вот этого места. По 1 сантиметру я здесь добавила. Все. А остальное у меня получается просто лишнее вошло в припуски на швы и получилось немножечко отрицательные прибавки. Если, допустим, мы берем по 1 сантиметру шов, я строчила, кстати, на бытовой машине зигзагом. 1,5 сантиметра длина стежка и 1,5 сантиметра ширина стежка. То есть вот такой вот мелкий зигзаг получился, да, маленький. И таким образом есть растяжимость шва, то есть оно нам не помешает, иначе у нас лопнут строчки. И крепкий получился шов, и практически плоский. То есть, ну, это как бы нормально. Значит, для такого купальника мы можем просто выкроить, ну, допустим, отсюда вот сюда мы просто выкраиваем по выкройке нашей без припусков. Почему здесь без припусков? Потому что обработка бейкой. Это бейка трикотажная, я сейчас покажу. Я ее тоже покупала, кстати, на Валберес. Она вот в разных, как говорится, в вариациях, в разных упаковках. Есть трикотажная бейка 1,5 сантиметра шириной. 1,5 сантиметра. Здесь есть такой, как
канавочка такая, да, как специально сделана. И мы можем вот так вот соединить и не бояться, что нижняя часть уйдет дальше, передняя ближе и так далее. То есть она сгибается ровно по вот этому желобку, да. У меня это, по-моему, 1,5 сантиметра шириной, да, 1,5 сантиметра. Но я брала для того, чтобы учиться обрабатывать края такой бейкой, я брала 2 сантиметра шириной. То есть там каждая сторона от желобка по 1 сантиметру. Там точно не промахнешься. У меня, по-моему, вот эти трусики, которые... Первые трусики, да, вот они у меня обработаны как раз вот такой широкой трикотажной бейкой. Она очень-очень-очень эластичная, очень эластичная. И для, допустим, для трусиков я убирала, вот, то есть измеряете вот это расстояние, да, полностью, как говорится, пройма для ножки. И убирала 20%, не 15, не 10, 20%. И то же самое здесь. Здесь я убрала 15%, для пробы опять же, да, здесь я убрала 15%, но вижу, что можно было больше. Можно было убрать 20, а то и 25% для спинки, потому что здесь, конечно, желательно было бы вот так вот немножко более собрано сделать. И, кстати, еще... Когда вы прошиваете, я прошивала прерывистым зигзагом. Естественно, мы это все растягиваем, собираем все в кучу, естественно, вместе с подкладкой, да, все это растягиваем. И она после машинки, после строчки, после того, как вы прострочите, она немножечко вот так вот, она как бы подрастянута. Когда вы берете пар, то есть я уже под паром утюга, под паром парогенератора, скажем так, она у меня немножечко присобралась. То есть она, сама трикотажная бейка, она восстановилась после растяжения на машинке, да, под машинкой. И как бы вот красиво все ровненько получилось. Поэтому здесь, девочки, нужно все пробовать, все экспериментировать. Если вы, допустим, впервые будете шить купальник, то... нужно будет попробовать на кусочки. Видите, сколько у меня пробников. Я потратила много ткани, скажем так, да, у меня, по-моему, было 1,5 метра на 1,5, по-моему, у меня было, я точно не помню. Ну вот у меня, получается, практически ничего не осталось. Ну, вот. И эта бейка тоже я вот принесла, как для примера, да. Здесь у меня очень много. Я сейчас без очков, я даже, наверное, в очках не вижу, такие мелкие. Здесь у меня 50 метров, вот я вижу, белая упаковка 50 метров, здесь была поменьше, но она не белая, она как молочный цвет. То есть выбирайте и ищите, на Валбере все это есть. Трикотажная бейка называется, трикотажная. Она не косая, не какая-то там другая, не кривая, как говорится, не косая, да, она просто трикотажная. Так, что еще по поводу купальников мы можем сказать? Смотрите, что я сделала на спинке. Я вырезала спинку, да, от линии талии. Вот мы уберем сейчас, чтобы не смущаться. Вот он, центр у нас спины. Давайте его подпишем. Центр спины. И от линии талии мы уже с вами ориентируемся. Если есть какие-то неприятности по бокам, мы делаем чуть выше, прикрываем, как говорится, вот эти неприятности, да, они у нас за счет эластичности и упругости ткани бифлекса, они у нас скроются. Пробовала на себе, не переживайте. Значит, если есть вам что скрыть, поднимайтесь на 5 сантиметров от линии талии, на 8 сантиметров, на 10, да хоть вообще ее просто закройте, да, это уже ваше дело. Можно, допустим, опуститься ниже, так, наверное, все-таки карандашом буду рисовать, например, 5 сантиметров, мы опускаемся ниже, мы вырисовываем какую-то такую, вот какой-то такой вырез, не сильно широкий, да, чтобы нам скрыть же хочется. Вот, можно, допустим, сантиметров, ну, 8 пускай будет сюда, вот так вот сделаем даже, да, нормально будет. И где-то на уровне линии груди, даже ниже чуть-чуть, потому что это у нас как бы центральная линия груди, ну, грубо говоря, да, центр. Где-то ниже, ну, сантиметров, наверное, может быть, на 6-7, вот так вот, можно сделать вот так.
можно сделать эту линию заостренную, можно сделать вот так. Так, сейчас опять я все это сотру, где моя стерочка. Лишнее нарисовала, да? Это уже как вы хотите. Хотите, хоть сердечком здесь вырежете, да? Вот так вот, допустим, мы с вами вырезаем. Спинка открытая. Дальше здесь делаем какой-то такой ручеек небольшой. То есть здесь у нас будет либо сшиваться, либо будет цельная вот здесь, да, мы будем вырезать. А дальше мы уже, ну, как бы должна быть, наверное, симметрия вот здесь, да, чтобы вот одинаково было. Как-то так. И уже выходим, допустим, на лямочки, если у вас будут лямочки. Если нет, то мы можем эту линию вести, допустим, вот сюда куда-нибудь. Ну, немножко, не в самый прям впритык, да, подмышку, а вот чуть-чуть вот сюда, вот так. Здесь можно даже сделать застежку. То есть вот тут вот, да, можно сделать застежку. Получается, смотрите, я сейчас прорисую. Наверное, все-таки фломастером, но цветным, чтобы было понятно. Разным буду рисовать. Вот, допустим, мы с вами вырезали вот эту часть и вырезали, я не знаю, хотите вот сюда ведите до лямочки, да, вот лямочка у вас будет вот как-то так, да, лямочка тоненькая. Либо вы просто делаете открытую спинку, вот так вот вы ведете. Вот это у нас будет купальник, и вот здесь будет, допустим, застежка. Либо завязочка, тут в принципе не важно. А по переду мы перед прикладываем вот так вот, даже вот так вот, наверное. Вот так вот мы с вами прикладываем перед. Вот у нас, вот тут вот у нас заканчивается наша, получается, спинка. И отсюда мы уже с вами ведем лямочку. Ну, вот, допустим, так, наверное, ближе к шее, потому что если она будет завязываться на шее, то, конечно, лучше ближе к шее. И вот здесь я не советую много открывать. Лучше, конечно, сделать наоборот, вот так вот более закрыто. Вот эта точка у нас будет неизменной, да, вот это. А сюда мы делаем более закрыто, опять же, если у вас есть что-то лишнее. Ну и по переду. Здесь у нас будет тоненькая, допустим, вот так или вот так, и сюда будет пришиваться лямочка, да. Или мы, допустим, вот здесь каким-то образом вот так вот мы с вами сделаем уголочек, да, приоткроем, как говорится, грудь, или вот так, побольше мы откроем грудь. Ой, как я люблю вот это вот чертить, непонятно что потом получается. Вот это, да, получается линия, вот здесь мы с вами закрываем. Или даже если, допустим, веревочка будет вот здесь завязываться, то, конечно, лучше будет вот сюда. Вот так. Так, уже сейчас. В общем, смотрите, если вы хотите лямочку, то она идет вот сюда. Лямочка, давайте вот прорисуем лямочку, да. Вот она будет, допустим, лямочка. Красным маркером я рисую лямочку. От спинки она идет вот сюда. И здесь мы уже прорисовываем, какую мы хотим горловину по переду. Так, плохо пишет маркер. Вот, какую мы хотим горловину по переду. Вот так, допустим, да. А если мы хотим, чтобы были завязочки, вот эта точка у нас неизменно от спинки. От спинки она у нас, вот она идет дальше. И, допустим, вот здесь где-то у нас будет завязочка, значит, где-то здесь у нас будет, вот так вот я прорисовываю. Где-то здесь у нас будет вот этот вот уголочек, и вот сюда уже будет пришиваться вот эта тесемочка, да, где-то здесь. Но, опять же, это все можно вырезать, проверить, промерить. Смотрите, главное что? Главное, мы находим с вами высшую точку груди. Естественно, если вы купальник шьете, то без бюстгальтера. У кого-то это разные вещи, да, разные значения в бюстгальтере и без бюстгальтера. У кого-то незначительно, то есть там не сильно отличается, у кого-то вообще не отличается. Вот, смотрите, здесь у меня не хватает 2 сантиметров по длине, но я прибавлю вот сюда, к высшей точке плеча 1 сантиметр, просто визуально. И нахожу у меня 30 сантиметров высшая точка груди. И вот смотрите, ну и от центра мы находим, опять же без бюстгальтера, мы находим, получается, центр груди, да, вот так вот,
делим пополам, у меня это 11 сантиметров. И вот на этом уровне мы находим, вот он, центр. И главное, чтобы вот эта вот линия, вы можете сильно приоткрыть, да, вот так вот сделать. Главное, чтобы вот эта точка была как бы, ну, естественно, спрятана. То есть, как вы тут что будете делать, это уже ваше дело. Опять же, да, говорю, ваше дело, но это все нужно пробовать, потому что фигуры у нас у всех разные. И, допустим, где-то вы увидите в интернете классный купальник на классной фигуре, и вы захотите себе такой же. Там показана либо схема, либо объясняют, как его сшить. И вы сошьете, а вам не подходит. У меня сколько раз такое было. Нижнее белье или еще что-то там, вот купальники. Я давно себе пробую шить купальники. И, знаете, все оставляет желать лучшего. То есть я пробовала шить купальники по другим мастер-классам. Вот, поэтому, как говорится, есть опыт, да. В общем, здесь, наверное, все понятно. Или не все понятно, но мы еще к этому вернемся. Потому что это такая тема, здесь можно столько всякого придумать. Вот смотрите, допустим, если я хочу, опять же, я беру уже другой маркер. Например, я здесь делаю так, ну, например, я поднимаюсь от линии талии, наоборот, на сантиметров на 5. И делаю себе открытую спинку. Опять же, вот к этой точке я вернусь. Ну, здесь примерно 2 сантиметра. Делаю себе открытую спинку и вот к этой точке. Просто вот так вот плавненько выхожу. Да, здесь у меня все неприятности спрятаны. Спинка открыта. Ну, как бы все хорошо. И теперь вот эта вот точка, она у меня здесь также остается. Вот она. Так, вот она. И что мы тут можем придумать? Можно, конечно, сделать не такую более глухую, да, то есть сильно глухую. Можно сделать вот так вот более открытую. Можно сделать более широкую лямочку, чем я вот первый раз нарисовала. Допустим, это у нас будет лямочка, да, тут, то есть как бы тут вопрос не в том, что у нас сверху, а вопрос в том, что у нас будет впереди. Хочу показать кое-что. Вот, допустим, у нас широкая лямочка и наша линия груди, наша линия центра груди, вот, да. Мы можем прям до нее, но я немножко ниже сделала, вот она. Можем прям до нее, до этой точки, то есть до этой линии, вывести лямочку. Ну, допустим, вот такую она у нас будет, вот такая вот остренькая вот здесь, да, как V-образная. Но вот здесь мы можем тоже приоткрыть. Почему нет? Мы можем сделать, допустим, можем вот так вот провести, да? И опять же, как на спинке я показывала вот в этом месте, мы можем сделать вот такой вот ручеек. И опять же, открыть до линии талии, ниже линии талии. То есть вот так, да? А можем сделать, допустим, опять я здесь... Жалко, что маркер не тот взяла. Ладно. Можем сделать, допустим, вот так у нас идет линия. Вот она, да. И здесь немножечко отступив, ну, сантиметра, пусть будет 3, вот так. И где-нибудь, даже пусть будет ниже линии талии, вот она наша линия талии по полочке, ну, сантиметра 4-5. Вот так. Или вот так. Здесь делаем люверсы. И с той стороны тоже люверсы. И мы подтягиваем, затягиваем. Здесь, конечно, более плавненько лучше, да, ну можно ниже сделать. Мы потихонечку подтягиваем, затягиваем, тем самым мы сделаем, то есть у нас получится спинка открытая, допустим, да, вот отсюда открытая, или ниже вы хотите, вот так, или по линии талии, вот так вот вы откроете, или ниже, если вам позволяет, допустим, фигура, да, у нас будет спинка открыта, а здесь будет вот такая вот полузакрыта, и вот здесь, почему бы и нет, допустим, у вас какой-нибудь черный, допустим, купальник, и красный, или желтый, или какие-то неоновые, или непонятно какие шнурочки. Почему бы и нет? Это будет очень классно. То есть здесь фантазии просто масса. Я, наверное, все рассказала. Сейчас опять достану свою выкройку еще раз.
В общем, смотрите, это наша выкройка. Я к чему сейчас хочу все это, да, как бы подвести, подытожить. Эта выкройка действительно универсальная, по ней отдельно трусики шьем, по ней отдельно купальники шьем, по ней шьем боди. Я уже сказала, рукава здесь нет, рукава я показывала, когда я шила боди, я показывала, как я по пройме спинки я выкраивала рукав боди, для боди. То есть там, в принципе, ничего сложного, там не нужно никаких расчетов, ничего. Очень простой способ, но это только для трикотажной ткани подходит, ну, для эластичной, да. И по этой же выкройке можно сшить верх для купальника отдельно. Мы, конечно, можем по-разному это делать, да, то есть бюстгальтер для купальника может быть совершенно разный. Можно просто вырезать треугольнички, посадить вот сюда на кулиску, завязывать сюда-сюда, но, допустим, мне такие не нравятся. Мне хочется что-то такое интересное. Вот здесь вот, где он у меня? Вот он. Здесь я сделала защипчики, да. Здесь у меня тоже защипчики. Так, у меня смотрят... здесь у меня получается 2 встречные вот так, и здесь 2 встречные, а здесь в одну сторону, то есть я в сторону бока сделала защипчики. Можно сделать сборочки, можно сделать какие-то там, выложить, ну, в общем, это просто вариантов очень много. Поэтому, смотрите, по-любому же у нас грудь не прямая, да? То есть просто треугольничек вырезать и посадить на кулиску. Сколько купальников таких похожих я перемеряла. То есть треугольник, просто треугольник, собранный на кулиску вот здесь и завязывался. Ну, ни один мне, ну, не понравился, скажем так, мягко. Не понравился. Поэтому я хочу вам показать, наверное, вариант для многих фигур. Я сейчас до линии талии откопирую свою выкроечку. Наверное, даже только полочку. Мне спинка в этом случае не нужна будет. Там будут просто завязки. Вот, я сейчас откопирую чуть-чуть до линии талии, вот так вот чуть-чуть ниже, да. И мы с вами... Я сказала, что не буду моделировать, но я же должна показать. Это я просто... Это как бы не урок моделирования. Это просто я хочу показать, что можно творить чудеса. Я сразу вот по этой линии, да, вырезаю. Ну и там дальше. Можно творить чудеса по такой выкройке. Вообще, в принципе, можно творить чудеса по любой выкройке. Можно, конечно, взять базовую выкройку с нашей выточкой нагрудной и с талиевыми. Можно по ней творить чудеса. Но я думаю, что здесь у нас уже, там у нас прибавки, там как бы, ну, больше работы будет, потому что и прибавки нужно будет убирать. Вот. А здесь у нас уже нулевые прибавки, как бы немножко проще. Сейчас лишнее уберу. Все вырежу. Так, помнем чуть-чуть. И прорисуем линию талии. Так. Не забываем, что здесь от высшей точки плеча до линии талии у нас всего 2/3 нашей нагрудной выточки. Поэтому, допустим, в моем случае не хватает 2 сантиметра. Я вот так прикладываю сантиметровую ленту к высшей точке плеча выше на 1 сантиметр и от линии талии ниже еще на 1 сантиметр. Вот так вот. То есть вот она моя как раз и получится высота полочки. Вот она как раз и получится высота моей полочки. Да, сюда 1 сантиметр, сюда 1 сантиметр. И теперь мне нужно измерить высоту, то есть высшую точку груди найти, да, вот так, я опять же прикладываю сюда выше на 1 сантиметр и нахожу, у меня это, ну, если быть точно, я уже, кстати, уже и не помню, ну да, 30 сантиметров, 30 сантиметров, вот они, но мы ее должны не только найти по высоте, но и по ширине, то есть центр груди мы должны найти, да. Измеряем, конечно же, без бюстгальтера, у меня 22
22, по-моему, сантиметра без бюстгальтера. Я убираю по 1 сантиметру. Получается 10 сантиметров. Вот она моя фактически высота груди. Если, допустим, вы хотите сделать поменьше чашечку, если, допустим, красивая форма груди, молодая, упругая, красивая, и не хочется ее прятать, то вы можете отсюда сантиметра 2 убрать, отсюда сантиметра 2 убрать. Я не советую больше убирать, в крайнем случае лишнее вы всегда можете спрятать. Теперь от центральной точки груди мы должны с вами измерить расстояние до подгрудью. Тут не преувеличьте, потому что я измеряю себе, у меня получается 11 сантиметров. А когда шью купальники, убираю 2 сантиметра. Не знаю, с чем это связано, но вот так получается. Конечно, вы можете сделать вот как измерили, так и выкладываете сюда, да, на выкройку. Но я говорю просто свои данные. Я, когда измеряю, убираю 2 сантиметра. В итоге у меня получается 9 сантиметров от центральной точки вниз. 9 сантиметров. Что касается выше, от центральной точки груди выше, тут уже тоже, как вы хотите закрыть или открыть, или что вы вообще хотите. Хотите, допустим, вот такую форму, или хотите вот такую форму, то тоже это зависит от вас. Смотрите, вот здесь я сразу сейчас проведу прямую линию. Это расстояние я делю пополам. Далее центральную точку я просто переношу вниз. Здесь тоже я делю пополам. И у меня получается что? Вот смотрите, вот тут у меня получается, и вот тут. Как бы начало моей чашки. Я ее должна прорисовать. Так, теперь возвращаемся к тому, сколько мы должны подняться наверх. Я предпочитаю лучше больше, чем не хватит, да, то есть у меня уже не хватило, вот, я сделала по минимуму, и это мне просто вот, я не знаю, накопленка какого-то. Поэтому я поднимусь сразу на, пусть будет 14 сантиметров, но я слушала и смотрела и читала профессионалов. Говорят, что 10-12, 12 это максимум. Но мне не хватает. Ну вот хоть убейте, мне не хватает. Мне всегда и бюстгальтеры покупают, тоже не хватает. Вот именно высоты не хватает. Все хорошо, чашка, низ, бока, перед, все хорошо, высоты не хватает. Или вот этой вот глубины не хватает. То есть, поэтому здесь уже как бы, опять же, лучше больше сделать, чем не хватит. Далее мы можем соединить вот эти точки. Мы можем вот так соединить, а можем до центральной линии вот так соединить, да? И вот эта часть тогда у нас получится вот сюда. Ну или здесь мы можем сделать, допустим, какую-то планочку. Сейчас кусочек возьму, приклею. И если, допустим, для большой груди, да, это будет очень-очень кстати. Вот, допустим, у нас вот здесь проходит боковая линия, вот она, так. И вот здесь мы с вами, вот она наша линия низа, сразу мы ее прорисуем, вот она наша линия низа. Теперь, вот я приклеила вот сюда, да, допустим, у вас широкая, объемная, тяжелая грудь, и вам нужны вот эти вот, как они называются, мосточки, что ли, да, для более так удержания, скажем так, да. Смотрите, мы можем, вот она у нас идет центральная линия, мы можем прямо до нее вот так вот вести прямо. Мы можем ее немножечко вот так вот сделать полукруглой, а сюда вывести какой-то вот такой вот мосточек. Вот такой отдельно пришиваться будет, да. Может быть широкий, то есть пошире. Вот так вот. Он будет пришиваться отдельно, а вот сюда можно поставить тоннельную косточку, да, тоннельную ленту и тоннельную косточку. Вот эта часть остается неизменной. Далее, что мы хотим здесь? Можно сделать вот так. Можно сделать вот так, да, а можно сделать вот так и вот здесь вот перемычку. Можно сделать, как я себе делала, кстати, я сейчас опять же
хотя не буду удалять, я себе делала вот так. То есть я себе добавляла вот сюда ширину. Здесь я убирала вниз, а здесь вверх. Сейчас прорисую, покажу. Вот она, центральная точка. Вот так я прорисовывала чуть-чуть изгибистый бок. А по переду я делала чуть-чуть вогнутый наоборот. Сейчас здесь не увидишь, потому что здесь обработано все бейкой, и оно все сжато. Да? Естественно, мы и здесь присобираем, чтобы у нас как бы ничего не топорщилось. И если вы хотите выточку, то можно сделать выточку вот здесь, да? Но опять же, какая это будет выточка? А вдруг она вам не подойдет? Как ее рассчитать? Рассчитать можно, конечно, если нужно. Вот смотрите, от центра до бока можно по бюстгальтеру, да? Вот там косточка, где заканчивается. От центра до бока измерили. И также от центра до бока, опять же, до той же косточки, но уже через центральную точку. И у нас получается, что у меня получается? Ну, это я сейчас приблизительно, да, 21 и 27. То есть получается 6 сантиметров разница, как ни крути, 6 сантиметров. 3 сантиметра я откладываю сюда. Это в случае, если вы не хотите складки. И 3 сантиметра сюда. Вот она, да, моя. Вот они, мои меточки. Так, и теперь мне нужно не прямо сделать, а вот такую вот такие вогнутые линии. Сделать выточку, именно вот такую вогнутую, потому что грудь у нас не острая, да, скажем так, может быть даже еще более вогнуть. И вот получится у нас вот такая вот форма, либо такая, здесь может быть прямо, вот так. И здесь я себе делаю вогнутую, но можно сделать прямую, можно сделать даже вот такую, да. Здесь мы соединяем. Я даже сейчас, наверное, вырежу. И соединю с помощью вот такой клейкой штучки. Опять же вырежу, не вырезала. И вот у нас получается чашка вот такая. То есть здесь у нас будет вогнутая, здесь изогнутая. Ну вот я на себе показываю. Показываю на себе. Посмотрите. Здесь, конечно, у нас все соберется. Причем, смотрите, вот здесь мне все-таки не хватает, ну, на мой взгляд, не хватает ширины все равно. Поэтому можно будет еще добавить. Ну, можно добавить какие-то кружева, какие-то рюшечки, какие-то что-то. Ну, в принципе, я думаю, что нормально. Вот, если, допустим, ткань эластичная, почему бы и нет? Вот нормально. Нормальный бюстгальтер. Все хорошо. В общем, у меня балабольное видео плавно превратилось в какой-то мастер-класс непонятный, да, не то, не все. Это не мастер-класс, я напоминаю. Это не урок, это просто я на ваших глазах пробую что-то строить, что-то мастерить, что-то изменять, что-то моделировать. Вот таким образом у меня проходит этот процесс. Естественно, я потом все это, ну, опять же, я не хочу вот такой, не хочу с выточкой. Выточку можно сделать, когда мы будем делать поролон. Кстати, мы с вами вот так вот выточку эту опять же разрезаем и разрезаем до конца. И у нас получается, мы можем еще убрать отсюда по 1 сантиметру, вот так вот, срезать. Разрезали, да, до конца и срезали по 1 сантиметру вот здесь вот с уголочка. Это для того, чтобы нам красивую сделать форму чашки. То есть это будет чашка. Почему я срезала здесь по 1 сантиметру? Потому что таким образом, вот если я сейчас отсюда
склею полностью свою, видите, получается выточка как? Полностью, если отсюда выточку склею, то здесь у меня ничего топорщиться не будет, ничего лишнего, потому что поролоновую чашку мы с вами не будем собирать на какую-то, на бейку, да, трикотажную, например. Вот. А если, допустим, мы хотим не обработку трикотажной бейки, вот это вот, эти вот часть, а соединять вместе, то есть как я хочу попробовать в будущем, будем, допустим, вот так вот у меня будет чашка, и я ее именно по ней буду выкраивать, чуть больше, наверное, буду выкраивать из ткани, буду соединять, выворачивать, и это у меня будет чашка. То есть она как бы будет цельная, да, собранная, а уже низ буду уже пришивать каким-то образом другим. Вот. Поэтому, если мы будем так, то нам понадобятся вот такие две детали. Обязательно пишем, где у нас центральная, это у нас бок, это у нас центральная. Вот здесь у нас, допустим, вот так вот контрольная точка. Вот так вот мы можем написать низ. То есть такие мелкие детали, конечно, все лучше подписывать. Здесь вверх. Вот так. Мы, прежде чем соединяем, мы вырезаем отдельно две детали. Можно, конечно, сделать вот так, приклеить сейчас, и вырезать вот таким образом уже деталь, вот такую, и сшить только здесь, да. В принципе, можно и так. То есть это уже от вас зависит. Это у меня пробник, поэтому я ее убираю. Очень надеюсь, что видео было для вас интересным. В общем, вот так, девочки, вот так вот у меня проходит процесс мышления, скажем так, да, процесс моделирования. Я даже сейчас не могу сказать, все ли я назвала, все ли я мысли свои озвучила по поводу этого боди. Потому что мыслей у меня было очень много. Но я думаю, что самое простое, это прибавки по ширине, да. Но опять же, если мы берем вот такую ткань рыхлую, то я в принципе не советую такую ткань использовать для таких изделий. Потому что, ну, она не сядет по фигуре, как бы вы ни хотели, как бы вы ни убирали эти прибавки, она не сядет по фигуре, если вы любите прям обтягивающие вещи, да, как я в молодости очень любила, прям обтягивала сюда себя. Сейчас некомфортно мне. Сейчас я больше люблю свободу такую в вещах, да. Но не балахон, нет, тоже не люблю балахоны, не люблю, когда ты выглядишь бочонком, тоже не мое. Что-то такое среднее. Вот. Что касается горловины, мы тоже можем тут менять горловину как хотим, делать V-образной, делать шире, лодочкой. То есть что хотим. По низу, я уже сказала, да, мы тоже можем менять и вырезы, вот эти все что надо нам. Выше делать, ниже делать, шортиками. Шортиками, можно даже шортиками. Смотрите, вот она наша, карандашиком. Я не хочу портить свою выкройку. Вот она наша линия бедер. Вот она. Так, смотрите. От линии бедер мы можем, конечно, продлить линию дальше, но тогда у нас получится вот здесь расширение, и здесь будет торчать, то есть как бы не очень, да. Поэтому смотрите, допустим, мы опускаемся, ну, для шортиков, допустим, мы опускаемся сантиметров на, пусть будет на 8. От линии бедер сантиметров на 8 мы опускаемся. Но тогда на этом уровне нам нужно измерить 1/4 ширину обхвата бедер. Вот она. Тогда вот отсюда, то есть отсюда сюда мы ведем вот таким образом. То есть линия бедер у нас меняется. Теперь вот она у нас, вот эта вот выемка, да, она у нас остается. И мы ведем вот до этой точки. Вот эта выемка остается, а дальше можно вести уже по прямой. Можно чуть-чуть вот так вот, чтобы вот здесь был прямой угол. Чуть-чуть сделать ее вот так вот вогнутой. То есть это у нас будут уже шортики. Это у нас задняя половинка шортиков, да. И что касается переда, тоже я, значит, продляю линию бедер. Насколько у нас там, на 8 сантиметров, да, мы ее продляли. Боковая линия точно должна сойтись у нас, никуда не деться. Вот она здесь, опять же, стараемся, чтобы был прямой угол. И ведем, мы уже здесь делаем более такую открытую
линию, да, вот так вот я даже немножко сильно спустила вниз, более открытую такую, ну, примерно сантиметров 2,5 вверх, и дальше мы закругляемся. Такая должна быть по переду, она должна быть более открытой, иначе нам будет мешать. Вы можете их сделать пониже, вы можете их сделать повыше. Вот они, смотрите, отсюда, если у нас наши боди от линии талии 13 сантиметров, то здесь можно уже от линии низа, можно, допустим, сантиметров 10, 13, 15, то есть какие вы хотите шортики. Кто-то любит очень низкие шортики, да, но я вот их терпеть не могу. Поэтому здесь можно даже 20 сантиметров вот сюда, то есть вот такие вот получатся шортики. Здесь мы делаем прямую линию по спинке. Вот 20 сантиметров от низа отмерили, сейчас я лишнее все уберу. Вот отсюда вверх 20 сантиметров. 20 сантиметров я откладываю вверх, вот она. И здесь у меня получается где-то так 4 сантиметра, да. 4 сантиметра я вот так вот веду от линии талии по полочке, то есть прорисовываю новую линию талии. Вот и получается у нас шортики. Я надеюсь, видно. Вот она линия талии переда, линия талии спинки, боковая линия, вот она идет. Вот здесь, кстати, у нас тоже, я не измерила, 25 сантиметров должно быть вот тут вот. То есть вот она наша будет боковушка, да? Вот она. И отсюда уже вот здесь прямой угол. Вот так. Вот так, вот так. Вот это будут шортики. Но я такой фасон не люблю, честно говорю. Поэтому просто рассказала вам, что можно еще придумать с этой боди. А все что угодно можно придумать с этой боди. Ну, в общем, что еще можно придумать? Придумать можно много. И купальники, и боди, я уже сказала, и блузки, и корсеты, и платья на корсетах, и ну, в общем, много чего можно придумать. И сетки. Я, кстати, недавно, когда вчера я ничего не писала, ничего не снимала, вчера достала сетку, у меня такая есть в паутинку, да, красивая сетка, я думала сшить боди симпатичные с рукавчиками, но она эластичная в обе стороны, но рисунок деформируется. Я сейчас покажу эту сетку. Вот она, эта сетка, я сейчас прям на темном фоне покажу красивый ее принт. Так, вот здесь. Лицевая сторона. Я думаю, что видно будет, да, то есть паутинка. Вот так вот, если ее растягивать, вроде как нормально. Но если вот так тянуть, то она, видите, как деформируется. Так деформируется, так деформируется. Я не знаю, попробовать из нее что-то сшить. Вот так вот, если одновременно тянуть, то красиво получается. Может быть, что-то и получится. А если вот так вот, то она прям очень быстро деформируется. Чуть-чуть легкое натяжение, и она уже, видите, как буграми идет. То же самое здесь. Ну, здесь не так уж прям сильно, но вот ширина, это ширина. Ширина прям очень некрасиво деформируется. Короче, нужно попробовать, иначе не поймешь, да? Вот такое у меня получилось сегодня видео. Хотела лайтовое, но получилось какое-то загруженное. Сама себя загрузила. В общем, девочки, я пока останавливаюсь. У меня пока никаких планов нет. Я просто сейчас в ожидании новых тканей. Вчера я получила рулон кальки. Еще у меня вот уже как бы подзаканчивается, да, я еще заказала. И получила клеевые, дублерин и флизелин. Как бы пока ничего больше. Жду ткани, заказала. Не помню точно, пару видов бифлекса, очень красивые. Поэтому будем шить себе купальники. Очень надеюсь, у меня проблема с тем, чтобы оставить собаку с кем-то. Поэтому я так не уверена, поеду ли я вообще в отпуск. Но я хочу быть подготовленной на всякий случай. Вот. В общем, на сегодня я с вами прощаюсь. Еще раз говорю, надеюсь, что вам видео было интересным, что вы не заскучали со мной. Много было интересного, я думаю.
Кстати, подписывайтесь в мой бесплатный телеграм-канал «Швейная продленка». Там намного удобнее общаться, задавать вопросы, получать на них ответы. И при этом каждый день, за некоторым исключением, я оставляю какие-то текстовые посты, видеопосты, то есть какие-то сообщения. Бывают интересные, бывают не очень, то есть это уже судить вам. Пишите ваше мнение по этому поводу, потому что я сегодня вам рассказала и показала мнение, может быть, у кого-то какие-то предложения есть, может быть, какие-то дополнения. То есть пишите, что вы об этом думаете. Желательно в телеграм-канале «Швейная продленка». Есть у нас там группа «Мы балаболики», где мы с вами балаболим о чем хотим. Так что подписывайтесь, присоединяйтесь к нашей группе. Чем больше вопросов, чем больше общения, тем интереснее канал. А сегодня всем пока, до новых встреч, жду вас всех в своей швейной продленке.